Середина июня. Притихшая школа. Красивая уборщица Люда слушает Равеля. Есть что-то общее между его болеро и моей обсерваторией. Субботнее утро. Я слушаю птиц. Какая-то печуга бесконечно повторяет коротенькую песенку, неизменно добавляя в конце «пою». Что для меня, птаха? Но она только повторяет, пока я не понимаю сам. Все для меня, весь мой мир, один из множества разных и редко пересекающихся миров, разыгрывается, рифмуясь и варьируясь, чтобы я понял наконец и перевел на язык, понятный еще кому-то. Я не предполагаю высшего драматурга, написавшего пьесу. Я ищу смысл, и в этих поисках язык одушевления показался более рациональным, чем поэзия чисел. Я шел по краю Нижегородской степи, шел по дороге. У меня не было коня, который помог бы пересечь степь или вспахать. Дорога вела мимо брошенного дома, мимо рухнувшего мира. Дом не сожгли, только разграбили. Через 2 года на Верхнем Дону прочитаю 4 слова. Пора варить кофе. Небо, костер и кофе. Вот ритмический рисунок моего болеро. Кофе в этом ряду младший. Сегодня он был не таким вкусным, как в прошлый раз. Да и с костром не всегда складывается. Тогда на берегу Северного моря он горел, но не грел. И виски не грел, а кофе я прихватить не догадался. Небо, когда оно есть, разнообразнее костра и кофе, но неудачным не бывает, когда оно есть. Сегодня оно голубое. А над городом Горбатовым оно было серым, и черными были окна обезглавленной, но не сломанной Богородицкой церкви. Такую кладку сломать непросто. Так строились храмы на деньги задобревших мужиков. Строились из красного кирпича и кирпичным же узорочьем украшались. И стоят они больше века, величавые, несмотря на заброшенность. Несмотря даже на новые маковки, нахлобученные на старые стены. Это уже на Ивановой горе, что между Серпуховым и Чеховым. Оставили по себе память мужики. Беда в том, что жизнь из храмов ушла, и стали они памятниками. А смысл жизни — продолжение. Мне ближе дерево. Его отсохшие ветви горят в кострах, и это тоже форма жизни в моем мире. Но главное в дереве — преодоление смерти, продолжение жизни. Ива в Гончаровском парке. О парке, надеюсь, еще расскажу, но сейчас ива. Лаокоон с сыновьями. Страшный миф о неправедной Божьей каре. Ива наполнила его своим страданием и своим смыслом, и своей жизнью, которая продолжается. И весной продолжается, когда окруженная мутным коричневым половодьем ива Лаокоон держит свой остров. Я мечтаю об острове, а она держит. Так она старше, а я учусь. И стараюсь, как озеро Кирить, отражать свет, даже когда тьма вокруг. Я дождался, пока догорит костер, и спрятал его пепел. Здесь будет жизнь. Я знаю. Я возвращался к местам своих костров.
Облака в створе обсерватории почти не видны. Это как с моим кострищем. Надо знать, что оно было, чтобы различить. И еще есть дорога домой. По дороге домой встречаю новорожденную ромашку. Родился новый мир. Жизнь продолжается.